Всем привет, с вами Рублев. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы поговорим про мету классов RDD и DD, Damage дилеров, в WoW Cataclysm Classic. Видео посвящается тем, кто любит мету и следит за ней. Также должен упомянуть, что есть люди, которые считают, что в Катаклизме тупо нету меты, так как контент очень простой и боссы простые, и все это легко закрыть в любом спеке. Мир с вами, вы вправе и вольны думать как хотите. Но все равно я хочу записать данное видео и подготовить адаптацию англоязычного PvE террориста с Icy Veins и выдать готовый материал зрителю. Повторюсь, что все материалы взяты с портала Icy Veins PvE сайта, и данный террорист исключительно их мнение. Вы вправе быть не согласны с таким мнением и террористом, это ваше право. Ну а мы начинаем. Если вы не согласны или вам понравилось данное видео наоборот, пишите в комментарии обязательно. Объяснение рейтингов ДПС. При ранжировании ДПС в PvE мы в первую очередь обращаем внимание на два фактора. Пропускная способность урона, первый фактор, прежде всего. ДПС существует для нанесения урона. Значимость каждого класса специализации для рейда в первую очередь определяется тем, сколько урона они наносят. Это рассчитывается как личный ДПС каждой специализации в сочетании со значимостью бафов и дебафов, которые они могут принести, так и групповой. Второе – это желательность. В дополнение к вышесказанному есть значительные различия в том, насколько желательны определенные классы ДПС в зависимости от их количества в рейде. Важным фактором в размещении на уровне является количество каждой специализации, которую вы можете захотеть видеть в рейд-группе. Например, баланс друиды чрезвычайно важны для рейдов из-за своих очень важных бафов, которые они накладывают на группу и на рейд. Но их личный урон посредственен, по мнению создателей сайта Icy Veins и тех, кто пишет ангайды. Значимость первого баланс друида в рейде огромна, но второй баланс друид имеет значительно меньшую ценность. В конечном итоге вопрос, на который мы пытаемся ответить, заключается в том, насколько желательный ваш класс и специализация для рейда. Одним из важных изменений, которые следует отметить, является то, что в Cataclysm Classic практически каждая специализация в игре приносит какой-то важный баф или дебаф для рейда. Однако все рейдовые бафы поступают из нескольких источников, так что один и тот же баф может быть перенесен 3 или 4 различными специализациями. Эти бафы не складываются, они поступают из разных источников. Это означает, что для наших целей, за исключением нескольких редких случаев, мы в основном будем игнорировать рейдовые бафы. Вы всегда должны следить за тем, чтобы ваш рейд имел все возможные бафы. Но есть множество мест, где можно получить каждый из них. Это означает, что с умеренно разнообразным составом рейда вы должны быть в порядке. Для рейдов на 10 человек это также означает, что вы крайне маловероятно будете использовать больше одной специализации, так как в противном случае вы неизбежно упустите ценные бафы. Катаклизм сбалансирован настолько хорошо, что приведение более слабой специализации ДПС с недостающим рейдовым бафом почти всегда будет лучше, чем приведение второй специализации S уровня, которую вы уже имеете. Итак, весь рейтинг будет разбит на уровни, где S-тир это лучшие классы при рейде и PvE контенте, а чем дальше мы будем идти, тем классы будут уступать классам, которые идут перед ними. Классы специализации S уровня. Это лучшая специализация ДПС для первого уровня Cataclysm Classic. В частности, это специализация ДПС, которую вы будете видеть в 25 рейдовых героических рейдах на 25 человек из-за их силы. Вы должны ожидать видеть несколько таких специализаций в большинстве рейдовых групп. Первый это Unholy ДК, рыцарь смерти, спека нечестивость, обладает колоссальным уроном, но также и Blood ДК, которые играют роль танков, в Катаклизме просто вырываются на первое место. Вторые это Сурфханты. За счет урона питомца, бафов группы и огромного взрывного АОЕ урона они занимают второе место в S-тире. То есть в лучших классах и спеках на текущий момент. Третий это Фаермаг. Фаермаги очень сильные. У них есть возгорание в Катаклизме появилось, которое позволяет наносить колоссальный АОЕ урон. Это очень важно для любого рейда. Также они дают хороший баф. Варлок Демонолог это четвертый по счету класс S-тира. Он обладает взрывным АОЕ уроном и получил переработку по сравнению с гневом короля Лича. И пятый это Воин Армс. Воин ветки оружия, который получил тоже новую способность удар колосса, которая позволяет прорубить окно, в момент которого мы будем наносить повышенный урон благодаря удару колосса. И мы будем значительно часто его использовать, и будет окно вот это для нанесения большого урона. Классы специализации A уровня. Это классы специализации, которые чуть хуже, чем S-тир, но они также играбельны и очень хороши. Это Шаман стихии, ветки стихии, который обладает хорошим АОЕ уроном и сингл таргет потенциалом.
но требует скилла для игры. То есть это довольно непростой класс. Следующий класс это темный жрец, или же ШП Прист. Жрецы, которые прибегли к темной магии, ветки ШП, они обладают хорошим АОЕ уроном и сингл таргетом. У них хороший бурст, и они накладывают хорошие бафы для рейда. Следующий класс это Фрост ДК. Фрост ДК обладает хорошим уроном и хорошим АОЕ уроном. Однако они проигрывают своим собратьям Анхоли ДК, которые популярнее из-за своей силы и просто сильнее, чем этот спек. К сожалению, Фрост ДК слабее, чем Анхолики в Катаклизме. Это по исследованию многих так оно и есть. Многих PvE сайтов, которые отслеживают мету и так далее. Следующий класс из спек это Афли Варлок, или же колдовство Чернокнижник. Чернокнижники ветки колдовства обладают хорошим взрывным АОЕ уроном и хорошим сингл таргет уроном также. Однако они будут послабее, чем варлоки демонологи, у которых на первом месте по дамагу их обходят. Вот, после переработки они получили значительное улучшение, демонологи. Поэтому Афлик Варлок, который в Лич Кинге был на первом месте, сегодня отстает и находится в A-тире. Следующий класс это маг тайной магии. Маги тайной магии, в отличие от фростов, которые предназначены для PvP больше, и проигрывают фаер магам, которые находятся в S-тире. Вот, но хочется сказать, что они тоже также сильны, накладывают хорошие бафы на группу, на рейд, и их следует брать в рейды. Следующий класс из спек это Assassination Рога. Рога ветки убийства. Это топовая ветка разбойника на данный момент. Она находится на первом месте по спекам разбойника, потому что разбойник класса бой и класса скрытности в других тирах похуже. Вот. Обладает хорошим кливом, АОЕ уроном и хорошим сингл таргет уроном. Класс специализации B уровня. Это специализация ДПС среднего уровня. Вы ожидаете видеть ровно одну из этих специализаций в рейде. Обычно с целью обеспечения рейдового бафа или, возможно, для необходимой утилитарности в определенном бою. Это Ретри Паладин, Энг Шаман, Баланс Друид, Дестра Варлок, Разбойник класса Бой, Ферал Друид и ММ Хант. ММ Хант проигрывает своему собрату Сурф Ханту, который наносит взрывной АОЕ урон и находится в S-тире. Ретри Паладин потерял позиции по сравнению с Гневом Короля Лича и поместился на третью строку тиров классов PvE. Энг Шаман обладает хорошим уроном и АОЕ уроном, накладывает полезные бафы на группу, но проигрывает также Шаману, который ветки стихии, потому что тут наносит попросту больше урона. Согласно тестам и согласно показателям и мете. Баланс Друид полезен за счет своих бафов, которые он накладывает на рейд, однако два баланс Друида, как я говорил в начале, будут уже вряд ли где-то такое будет. Два баланс Друида, потому что лучше взять кого-то из S-тира, второй спек, в 25 гер рейд, чем брать два баланс Друида. Дестра Варлок проигрывает Афли Варлоку и Демонологу, к сожалению, это так. И разбойник класса Бой проигрывает Assassination Роги. Но разбойник класса Бой также хороший, среднего уровня, может наносить хороший урон кливом и так далее. И хороший сингл-таргет урон. Ферал Друид же это класс, требующий хорошего координации навыков игры в целом. Довольно непростой класс. Вот. И он, к сожалению, относится к классу среднего уровня. Не в плане сложности игры, а в плане урона своего. Потому что его клив и его АОЕ атаки требуют времени на раскрутку, пока дота на всех навешивается, пока она прокнет. Это все требует времени, за счет этого он находится на третьей позиции в классах и специализациях B уровня. Ну и классы специализации C уровня. Это специализации ниже среднего в Cataclysm Classic. Они явно хуже вышестоящих уровней, и хотя и жизнеспособны, будут крайне редкими и в целом не будут видны в конкурентных группах и рейдах. Единственным заметным исключением будет ситуация, когда эта специализация является единственным способом вашей группы получить отсутствующий рейдовый баф, которые дают, например, Ретри Паладины и так далее. А сюда входит Фури Вар и Хант БМ. Хант БМ идет на первом месте, и Фури Вар идет на втором месте. Хант БМ проигрывает Сурфу и ММ Ханту, а Фури Вар проигрывает воину ветки оружия. Потому что воин ветки оружия, Армс, наносит значительно больше уронов кливом и обладает ударом колосса. Увеличивает получаемый урон целью. Вот. Получается так.
Ну и классы специализации D уровня. Это самые слабые специализации ДПС для Cataclysm Classic. Эти специализации почти полностью разработаны для PvP и не должны использоваться в рейдах, по мнению создателей портала Icy Waits и тех, кто пишет ангайды. Хотя я не буду утверждать, что они не жизнеспособны, вы будете испытывать значительные трудности, играя за эти специализации. Это Фростмаг и Разбойник Скрытности. Фростмаг и Разбойник Скрытности Сапрога предназначены для PvP исключительно. Они отличные результаты показывают в PvP, им можно брать высокий рейтинг, но они к сожалению, не играбельны так хорошо, как тот же Firemag. Frostmag не играбелен, как Firemag. Разбойник Скрытности не играбелен так же хорошо, как Разбойник класса Бой и Разбойник класса Убийство. На этом видеоролик подходит к концу. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, приходите на стримы, которые проходят довольно-таки часто. Задавайте ваши вопросы в комментариях, а я напомню, что все материалы взяты с портала icyvains.com и тирлист составлен с учетом мнения этого PvE портала. Ваше мнение может не совпадать с мнением гайдоделов, поэтому прошу, если вы не согласны, напишите об этом в комментарии. Всем пока, до скорых встреч и удачи вам!